Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Андрей Реван на связи прямо сейчас. Андрей Алексеевич, приветствую вас. Добрый день, Александр. Рад видеть вас и всех наших зрителей. Начать наш разговор я хотел бы с определенного нового времени. В интервью «Украинской правде» Филатов говорит о том, мэр Днепра, говорит о том, что вот с приходом Буданова как-то дышать легче стало. Слушайте, и правда, дышится вот прям легко и свободно, не то что раньше. Причем интересно, что сам Буданов, или как его СММщики, сегодня, в общем-то, поддерживают празднование дня рождения Тараса Шевченко. Фигура историческая, фигура интересная, но вот это «боритеся побор» это как бы возводят как бы в ранг гимна, что ли, вот сегодняшней эпохи, сегодняшнего времени. Между тем, сама-то фигура Шевченко достаточно спорная, и сколько сегодня они проходят акций возле Киева, да, возле киевского Тараса Шевченко с национальной символикой. Человек там за славянскую конфедерацию фактически выступал, в своих гайдамаках об этом писал. В общем, как бы вы, скажем так, оценили дух и состояние свободы, который так глотнул Филатов? Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. На самом деле, понимаете, в чем дело? Нет у нас второго Ермака. И все говорили, вот какая уникальная должность, там, вот кто ее займет. А на самом деле, вот то, что происходит, подтверждает старый тезис. Не место красит человек, а человек место. Можно по-разному было назвать должность, которую занимал Ермак. Но любую должность, которую он бы занимал при президенте Зеленском, имела бы именно тот вес, который реально имел сам Ермак. И неважно, как она называлась. Поэтому, когда эта должность освободилась и туда, кого бы ни назначили, нужно понимать было одно. Второго Ермака не будет. А это значит, что бразды правления в Украине переходят из рук всемогущего завхоза в руки Владимира Александровича Зеленского. Отныне он будет рулить сам. Но раз он будет рулить сам, вы же знаете, что у него времени разглагольствовать, значит, с местными чиновниками, ну, по большому счету, немного. А что касается господина Буданова, он до сих пор не снимает, по сути, военный мундир. Продолжает жить, я так понимаю, в эпохе главного управления разведки. И ему тоже как-то особо не интересно, чем там Филатов занимается и какие там чиновники на местах что говорят. Поэтому вот он остался без присмотра. Борис Альбертович. Ему замечательно. Ему перестали, значит, там создавать какие-то козни, какие-то проверки, какие-то там, значит, наезды со стороны правоохранительных органов. Он действительно себя ощутил человеком свободным. Но это не потому, что, значит, вот кто-то как-то, а потому что режим его, так сказать, существования изменился. То есть человека расконвоировали, теперь он себя чувствует просто замечательно. Ему кажется, что вот весна наступила и прочее, и настроение поднялось, солнышко высоко, и дышать легче. Ну, в общем, жизнь удалась. Касательно Шевченко. Александр, я вам настоятельно рекомендую прочитать статью Владимира Жаботинского «Урок юбилея Шевченко». Эта статья была опубликована Владимиром Жаботинским, лидером российских сионистов, в 1911 году. Я много читал на эту тему. Сам многие произведения Тараса Григорьевича знаю на память. Могу вам процитировать здесь. Но лучше, чем Жаботинский, Шевченко не понял никто. Поэтому я сейчас не хочу развивать этот тезис, но чтобы вы поняли. Шевченко – это вывод следующий. Либо он один из в череде российских писателей и поэтов, которых можно сравнивать, там, Пушкина с Шевченко, там еще кого-то. Либо он уникальное явление, говорящее совершенно о другом. Вот Жаботинский склоняется именно к второй мысли и говорит, вот до Шевченко, если до Шевченко можно было спорить, существует украинский народ или не существует, то после Шевченко любые разговоры на эту тему потеряли смысл. Вот Шевченко был вот этим вот яркой вспышкой, которая высветила существование украинской нации. Вот это вот как лидер сионистов понял.
И выводы сделал очень интересные. Почитайте. Просто я не хочу сейчас развивать на эту тему. Хочу сказать, что независимо от того, кто что думает, Шевченко это выдающийся человек. Это, грубо говоря, человек, действительно, который является символом украинской нации. В советское время большевики действовали по следующему принципу. Если нельзя явление проигнорировать слишком яркое, нужно поставить его себе на службу. Из него сделали крестьянского поэта, который там о крепостных переживал, который там против поляков выступал. Ну, в общем, был в целом позитивным человеком. В 1939 году ему памятник в Киеве, кстати, поставили. Сталин поставил. Кстати, Сталин очень хорошо относился к Шевченко. Но он видел в нем вот эту вот родственную бунтарскую душу. Такая же, какая внутри была у Сталина, который тоже не отличался, скажем так, характером уживчивым. Но не буду дальше развивать тему. Хочу сказать, что для нас, для украинцев, вот эта дата его рождения, которую мы сегодня отмечаем, это на самом деле большой праздник. И то, что мы не отмечаем его, вот как это должно было быть, это говорит о том, в каком состоянии находится национальное самосознание наших людей. Вот так бы я это прокомментировал. Ну, смотрите, я, например, не удивлюсь, если Шевченко отменят. Ну, вообще, как и многих. Почему? Ну, подождите, как бы писал на русском языке, говорил по-русски. Нехороший человек. Вот как Гоголя задвинули, как бы, да, вот туда же задвигают и задвинут рано или поздно Шевченко. Потому что, как бы идеологически очень и очень сложно. Да, вот сейчас находиться вот в этом поиске новой и новой жертвы. Да. Паттона можно как бы посбивать с его бюста надписи советские, еще там где-то. Ну, в общем, как бы это все, такое ощущение заходит вообще не туда. С точки зрения вот этой национального самосознания на фоне войны. Но между Шевченко и Гоголем существует большая разница. Гоголь является русским писателем, о чем он сам неоднократно говорил. Шевченко к нему хорошо относился, даже братом его называл. Но в целом Гоголь принадлежит русской литературе. Шевченко, несмотря на то, на каком он языке писал свой дневник и на каком языке он разговаривал, он поэт украинский. Поэтому его отменить никто не сможет. При всем желании. Что касается Бориса Евгеньевича Паттона, это замечательный человек, который прожил более 100 лет. И, в общем-то, он является очень ярким представителем именно научного сообщества. И так сложилась судьба, что ему пришлось жить и в советское время, и в украинское время. Со времен обретения Украины независимости он возглавлял Академию наук Украины независимой. Поэтому его нельзя считать чисто советским человеком, чисто советским науковцем. Он, в общем-то, сделал очень много для независимой Украины. Ну, с таким же успехом можно спорить о Вернадском, например. Владимир Иванович был первым председателем Академии наук Украины, который еще Павло Скоропадский основал. Но при этом он считал себя русским человеком, да, после всех этих событий. Поэтому тут вопрос сложный. И во время, когда идет национальное самоопределение, каждый человек делает свой выбор. Потому что я не верю вот в эти рассказы о голосе крови, о том, что вы больше посмотрите на небес. О чем мы говорим? Это же классический пример человека, который исходит из российских предрассудков по поводу того, к какой нации человек относится. Этнические моменты, то есть его этническая принадлежность определяется фактом рождения. Ну, согласитесь, что характерные этнические признаки грузинского этноса со Сталиным сохранялись всю жизнь. Правильно? Никто не мог сказать, что он армянин, там, азербайджанец или украинец. Все понимали, что он грузин. Наполеон, великий французский император, он сохранял он до конца своих дней с акцентом разговаривал на французском языке. Но если вы спросите, какой нации принадлежал Сталин и, допустим, Наполеон, все же прекрасно понимают, несмотря на их этническое происхождение, Сталин – это величайший император Российской империи. России. Он принадлежит ее истории. В советском варианте. Наполеон является величайшим французским императором. Кстати, корсиканцы к нему очень плохо относятся. Я в этом убедился. Поэтому, когда мы говорим об национальной принадлежности, не этнической, национальной, нация – это выбор. Как говорил Ренан,
Это ежедневный плебисцит. Мгм. Тут каждый человек определяет, к какой нации он принадлежит сам. Но Это политический. смотрите, представители украинской нации, которые воюют за Украину, наверное, как-то без выбора отправили Иорданию защищать. Сегодня об этом сообщил Зеленский. Вообще, конечно, очень ну, нарочито как-то это все выглядит, очень так вот выпукло, я бы даже сказал, когда Зеленский всю неделю рассказывал о том, что мы обменяем то ли на перемирие на месяц-два с Путиным, ну, арабские страны помогут, то, в общем-то, ракеты Патриот, то оружие нам дадут какое-то. А в конце концов мы видим, что ПВОшников отправляют и в обмен, взамен ничего не дают. Ну, по крайней мере, публично об этом ничего не говорят. Как вы думаете, вот эта вот сопричастность к событиям вокруг Ирана Украине сейчас на руку или нет? С моей точки зрения, конечно, на руку. Потому что Иран – это больше, чем союзник России. И дело же не только в нефти. Если вы посмотрите внимательно, то кто помог России развернуть производство шахедов уже под названием Герань-2? Эти технологии передал Иран. Но это еще тоже полбеды. Если вы посмотрите дальше, Россия пыталась через Иран сделать себе окно в мир. Миллиарды долларов были вбуханы в железную дорогу от портов на Каспии до порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Железная дорога соединила вот эти две точки, тянули уже даже нефтепровод. И задача была заключалась в чем? Чтобы через Иран осуществлять экспорт нефти. Ибо сейчас Россия вынуждена либо через Балтику ходить вот этими вот танкерами теневого флота, либо ходить через Черное море, Суэцкий канал, опять же, там Турция и все прочее. Все неприятности, связанные с этими делами. А если бы качали нефть через Каспий, ну, там уже теневые танкера. Во-первых, это плечо подвоза ближе. Во-вторых, они были бы более защищены. Поэтому, когда сегодня из этой логистической цепочки выбивается Иран, у России становится меньше возможностей для того, чтобы, скажем так, вести войну. Не забываем, что именно Иран позволил России через свои подставные фирмы, а Иран живет с 1979 года под санкциями, очень быстро наладить импорт микроэлектроники, чипов и всего прочего для производства шахедов и тех же ракет. Это через иранцев он делал. Ну, а теневой флот Россия бы тоже не могла бы так быстро соорудить, если бы Иран ей в этом деле не помог. Поэтому то, что лупят по Ирану, это плюс для Украины. И в данном случае, в силу своих возможностей, мы должны, конечно, помогать коалиции. Тут куда денешься. Это в наших интересах. Ну, то есть ПВО и ПВОшников в Украине достаточно. Нет, в Украине недостаточно ПВО и ПВОшников. Речь сейчас идет не о классических зенитно-ракетных системах. Речь идет о борьбе против беспилотных летательных аппаратов. Если направляют специалистов, которые в этом разбираются, для того, чтобы научить американцев, ведь они же прибыли в Иорданию именно для защиты этих баз. Они учат американцев, как нужно обеспечивать защиту против беспилотников. Это нормально. В конце концов, наши тоже солдаты и офицеры учились, особенно на первом этапе войны. И в том числе за границей, во Франции, в Британии и в других странах. Инструкторы иностранные обучали и помогали для того, чтобы наши военнослужащие получили боевые какие-то навыки и опыт. Сейчас мы помогаем. То есть, это нормальный процесс, я считаю. Без дураков. То есть, понимаете, в чем дело? Когда вы, ну, фактически говорите, что вообще там, как бы, Россия ничего не сможет без Ирана, то точно так же можно сказать, что Украина ничего не сможет без Европы. А Европа как раз-таки, ну, тоже на тоненькую сейчас. Да? И там очередная ракета в Турцию летела, сбили, а Кипр атакован. И, в общем-то, они как бы не вступают в войну против Ирана, но уже испытывают колоссальные проблемы. Ну, и плюс, конечно, топливный большой кризис, кризис ценообразования на нефтересурсы. Вот сейчас торги там $120, там 110 за баррель нефти. Просто непонятно, где вообще война в Украине, какое место она занимает в тех больших сдвигах тектонических, которые нам преподносит война с Ираном. Ну, начнем с того, что я не утверждал, что без Ирана Россия не сможет. Сможет без Ирана воевать, но сложнее ей будет. Потому что многие возможности, которые Иран предоставляет, если их
не станет, это, конечно, усложнит задачу, но это не значит, что она без него воевать не сможет. Что касается нашей зависимости от поддержки Запада, она более критична. Потому что даже тот кредит 90 миллиардов евро, который мы должны были получить, заблокирован, он уже сейчас сказывается на нашей экономике. Вот. Что касается платы за безопасность, о которой говорит Трамп, я с ним отчасти согласен. В конце концов, в 1973 году, я напомню, если кто забыл, когда началась война судного дня 1973 года, арабский мир ответил нефтяным эмбарго. Так вот тогда, внимание, 50 лет назад, 53 года назад, баррель нефти стоил $140. Это не нынешних $140. Это тех $140. Вот тогда уже начался кризис после этого американской автомобильной промышленности. Японские малолитражки потеснили Америку на автомобильном рынке. Там очень много изменений произошло. Что сейчас происходит? Они лупят по Ирану. Они практически пытаются снять угрозу не только для стран Ближнего Востока, а угрозу для всего человечества. Потому что если бы режим Аятолл получил ядерное оружие, мало бы всем не показалось. И тут я хочу напомнить всем тем, кто нас сейчас смотрит. Вы помните истерику 2007 года, Александр, по поводу противоракетной программы, которую американцы пытались сделать в Европе с элементами базирования в Польше и в Румынии? Как тогда Путин изгалялся? А против кого это вы делаете? А зачем это? Ну, то есть, это вы против нас, против наших ракет. И вот тогда Джордж Буш прямо заявил. Против Ирана. Боже мой, что здесь началось? Как все смеялись иранских ракет, кто да убоится. Мне теперь интересно вот посмотреть на этих хохочущих ребят. А как вы сейчас? Вам не смешно уже? Еще тогда американцы предвидели возможности той ракетной программы, которую значит, осуществлял Тегеран. Вот теперь мы видим результаты, как это работает. Ошибка, мне кажется, Дональда Трампа заключалась не в том, что они начали эту войну, а в том, что они ее начали так, как начал Путин, так, как начал Гитлер, так, как начали все остальные люди, которые считали, что одним из условий быстрой победы является то, что режим сам по себе рухнет. Вот все смеялись над уже военные теоретики, значит, над планом Барбаросса. Он уже был рассчитан на 6-8 недель. И никто не хотел обратить внимание, что в основе этого плана лежало то, что вот мы сейчас разгромим вооруженные силы Советского Союза, не дадим уйти за Днепр основным соединениям, и после этого режим потеряет возможность, люди восстанут против Сталина, и режим рухнет. Вот была одна из заготовок, которая не говорилась прямо. Да, удалось Западный фронт разгромить. К сентябрю месяцу рухнул Юго-Западный фронт. И что? Восстание не произошло, режим не рухнул. И пришлось воевать 4 года с известным концом. В данном случае, если вы затеваете войну с такой страной, как Иран, нужно быть готовым к тому, что вы должны идти до конца. Ни один. Так а где конец? Подождите. Ну, вот вы, вот мне очень нравятся тоже эти параллели рассуждения. Ну, так а где конец? В чем конец? Вот сегодня новый аятолла, сын старого, да, к Сирому присягнул. Поэтому я же говорю, что я имел в виду. Пример показали, во-первых, Соединенные Штаты Америки в 2003 году в Ираке. И второй пример – это 1979 год, Вьетнам. Вот рядом под боком у Вьетнама находился террористический режим красных khmerов. Очень идеологизированный. Из 9 миллионов камбоджийцев они убили 3 миллиона за 3 года. Они людей выселили в села, там были трудовые коммуны, лагеря и прочее, прочее. Как Вьетнам решил этот вопрос? Вторжением, оккупацией страны и свержением режима красных khmerов. Это единственный способ урезонить вот эти всех вещей. Если кто-то думал, что путем воздушных ударов режим пойдет, режим не пойдет. Потому что невооруженные люди против вот этих вот ксировцев воевать не смогут. Они уже утопили в крови предыдущие выступления. Поэтому, если вы планируете эту войну, то она не 3 недели будет тянуться, не 4. И она обязательно должна включать наземный компонент, как это было в 2003 году в Ираке американцами, когда Саддама Хусейна свергали. Если вы это не предусматривали, то значит ваше планирование было нулевым. Сейчас уже Хексет заявляет, что мы разворачиваем 50 тысяч солдат. Парень, в Ираке 200 тысяч для того, чтобы победить 700-тысячную армию Ирака,
Вы развернули 200-тысячную армию в Саудовской Аравии в 91 году. И сейчас, если вы планируете наземную операцию, ну, минимум 500 000 солдат, офицеров надо сосредоточить. А ты о 50 тысячах говоришь. Ну, это как Путин при вторжении в Украину. 170 тысяч, остальные там эти, как его, нацгвардейцы, форму парадную пошили. Вот будем парад в Киеве проводить через 2-3 дня. Ну, те же результаты. Иран сопротивляется достаточно грозно и мощно. Ну, таких убытков, такого ущерба, понятно, я не сравниваю там как бы Иран, Америку, но такого ущерба Америке, считают военные аналитики, не было нанесено, ну, последние, не знаю, сколько лет. Да, вот, сравниваю даже времена со времен Перл-Харбора, понимаете? То есть, когда конкретные базы с конкретными, скажем так, радарами, все под огнем, все под ударом. Александр, в Перл-Харборе практически был уничтожен Тихоокеанский флот США. Налет японской авиации имел катастрофические последствия. Но через 6 месяцев американцы взяли реванш у атолла Мидуэй. Через 6 месяцев. Учитывая их промышленные военно-технические возможности, тот ущерб, который нанесли иранцы, ударяя их ракетами и дронами по американским базам, можно сказать, он минимальный. Учитывая даже количество человеческих жертв. Это всегда плохо, но они минимальны. По сути, по факту. И даже нельзя сравнивать с Перл-Харбором. А гораздо хуже, что Иран лупит по нефтяной и газовой инфраструктуре стран залива. И, по сути дела, война ведется в хрустальном окружении. То есть, даже когда вы не будете лупить, значит, там, по соседям, все равно будете рушить вот все то, что там хрустального находится. В результате военных действий остановлен транзит судов через Ормузский пролив. Раз. Во-вторых, Иран дронами наносит ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Ну, а вы же видите, как в России. Если Украина бьет дальнобойными дронами, то и даже Россия не способна эффективно защищаться. Горят очень многие нефтеперерабатывающие заводы. А представляете, что там в заливе делается? Там гораздо более мощная нефтяная и газовая инфраструктура, чем даже в Российской Федерации. Поэтому, когда вы планируете такую войну, она должна быть, очень быстрой, и, во-вторых, она должна быть эффективной с точки зрения, когда вы входите туда и берете под контроль основные центры этой страны, уничтожая военную инфраструктуру и политическое руководство. Если вы просто лупите с самолетов, вы тоже уничтожаете военную инфраструктуру, но политическая инфраструктура остается, значит, оно обязательно возродится. Поэтому, принимая решение о войне, это политическое решение. Вы должны четко понимать, что вы втягиваетесь в очень серьезную ситуацию, которую без наземной операции решить нельзя. Так а кто ее будет обеспечивать? Ну, опять-таки, вы так говорите, Ирак, там же союзников всех согнали. А сейчас как бы у Трампа союзников нет. Ну, тех, которые готовы взять и контингенты отправить. Украина разве что, и то ПВОшниками только помогает. Вы абсолютно правы. В том смысле, что Трамп, прежде чем начинать войну, должен был согласовать свои действия не только с Израилем, но и с союзниками по НАТО. Вы же слышали, что он заявил по поводу Британии? Дескать, британцы нас предали, британцы нас кинули. Сейчас они направляют 2 авианосца, а нам типа не надо, мы уже победили. Но если ты победил, то нет вопросов. Но мы же с вами не анализируем сейчас умственные способности Трампа. Мы с вами говорим о том, если вы ставите политические задачи перед армией, то вы должны понимать, как вы должны их достигать. Если вы думаете, что вы только отбомбились и все, и оно там само рухнет, оно не рухнет. В этом является грубейшая политическая ошибка. Вот. Как будет действовать Трамп, я не знаю, по-моему, сам не знает. Но у него есть 2 пути, как мне кажется, как у товарища Сахарова. Либо он сейчас выходит из этой войны и заявляет, что он всех победил, разрушил, там, скажем, военную структуру Ирана, да, там, ядерную структуру, вот мы им показали. И вариант Б, он все-таки отважится на наземную операцию. Я вам скажу, оба варианта для него плохие. Почему? Потому что если он оставит режим аятолл, неважно, вот даже в том разгромленном состоянии, они через некоторое время восстановятся. Более того, будут хизуватися тем, что они сумели устоять против ударов США и Израиля. И выйдут более сильными из этой войны, чем были до нее. И вариант Б. Ты идешь на
наземную операцию, понимая, чем это грозит. Сразу хочу оговориться. Если кто-то начинает сравнивать наземную операцию в Иране с Афганистаном, это не так. Афганистан – это отдельная история. Там британцы трижды воевали, там Советский Союз 10 лет воевал, там американцы воевали. Природно-климатические условия Афганистана требуют совершенно другой стратегии и тактики для того, чтобы взять эту страну под контроль. Что касается Ирана, я напомню, в августе 1941 года Советский Союз, войска которого, извините, уже Киев вот сейчас падет, значит, там противник там, в 200 километрах от Москвы, он ввел войска в Иран вместе с британцами. Взяли значит, Иран под контроль, и он был всю войну спокойный. Всю войну он был абсолютно нормальной страной. Там даже Тегеранская конференция в 1943 году происходила. Поэтому думать о том, что там будет всеобщее сопротивление, там будут, значит, там партизаны и прочее, ничего этого там не будет. Поэтому с точки зрения возможности, это будет вторая иракская операция. Где-то вот в этом районе. Но пойдут ли на это американцы, я не знаю. Украина остается на задворках. Вот как ни крути, Зеленский осознает, уже несколько таких заявлений сделал, там вчера, там еще раньше, о том, что оружие, ракет дефицит, ПВО тоже. В общем, как воевать непонятно. Плюс еще цены, конечно же, на нефть, потому что давайте тоже будем откровенны, если война маневренная, если война это нефть. То есть многие даже глобально вычерчивают планы, я думаю, тоже вы сталкивались с этими умозаключениями, что Трамп зачем собирает вот эти нефтеносные регионы себе в карман? Потому что там чуть ли с Китаем или как-то так мировая какая-то война будет, поэтому, в общем-то, и создает он из США или пытается, да, создать вот эту нефтяную империю, мега мощную, да, чтобы все было у него под контролем. А нефть – это равно война, потому что на солярке едут танки, ну и все остальное, да, то есть все прекрасно понимают. Так, а как воевать дальше будет Украина на фоне этих событий, если, условно, мы с вами принимаем за аксиому, что Трамп не уходит, не говорит, что мы всех победили, до свидания. Ну, по крайней мере, по свежим заявлениям Хексета этого не видно, да, то есть, судя по всему, это будет точно вот в эти 100 дней, да, которые там расписала Политико недавно. Ну, вот примерно 100 дней будет точно. А там, поди, разбери, может, еще и как бы затянется на дольше. Так а как тогда воевать в Украине при остром дефиците всего? Потому что весь мир, да, обращен именно всем вниманием, ресурсами туда. Я хочу констатировать, Александр, что вы более передовой человек, чем Трамп. Трамп мыслит категориями 19 века, вы мыслите категориями 20. Современная война, как показала война в Украине, это не война механизированных соединений, как Вторая мировая, когда огромные массы танков, как когда-то тяжелой кавалерии, решали исход на поле боя. Как артиллерия решала в Первую мировую войну. Сейчас принципиально война иная. Все попытки механизированным каким-то образом прорвать фронт и двигаться вперед сейчас заканчиваются очень плачевно для тех, кто это делает. Поэтому при всей важности бензина и солярки, тех объемов, которые требовала война Вторая мировая, сейчас не требуется. И учитывая, что сейчас даже у наших союзников есть стратегический запас нефти, который они сейчас распечатают и так далее, в принципе, в течение этого года проблем вообще не будет. С точки зрения обеспечения нефтепродуктами. Цена – это другой вопрос. А вот обеспечение будет достигнуто. Вопрос же в другом сейчас. Вопрос состоит в том, что у нас проблемным является только один блок. Это способность сбивать баллистические ракеты. Почему? Потому что крылатые ракеты мы можем сбивать с авиацией там, или существующими зенитно-ракетными системами. Мы можем сбивать беспилотники и так далее. А вот баллистические ракеты, они требуют специальных зенитно-ракетных систем. Вот американцы сейчас потеряли, они говорят, радар ТАД, не радар ТЭД. Это система противоракетной обороны, то есть станцию наведения ракет вывели из строя иранцы. Эта система стоит несколько миллиардов долларов. Таких всего систем 8 в мире. Представляете?
И вот теперь для того, чтобы восстановить и обеспечить противоракетную оборону, им сейчас нужно будет где-то забрать одну систему и перекинуть ее, значит, на Ближний Восток для того, чтобы вот эту дырку закрыть. У нас баллистические ракеты сбиваются Патриотом, то есть системой противовоздушной противоракетной обороны американской, но также NASAMS, САМПТ и Иристе. Ну, Иристе он немножко не то. Так вот, если у нас основа была Патриот, то ракеты к ним действительно будут дефицитом с учетом этой войны. Поэтому нужно сделать вот то, кстати, вот я поддерживаю то направление, о котором заявил Зеленский, когда сказал, что в перспективах развития авиации мы будем покупать Гриппены и мы будем покупать, значит, европейские машины. Почему? Потому что это то, в чем нам Америка не откажет. А вот будет ли она поставлять ракеты к Патриотам, это еще большой вопрос. Но опять же, тут есть решение. Тот же Зеленский сказал о том, что мы просили дать лицензию на производство ракет ПАК-3 у американцев. Подождите, Гриппинами и Рафалями ты не позбиваешь баллистику. А я же не о баллистике говорю, я говорю о том, что я поддерживаю его направление, чтобы переходить все-таки на европейские системы вооружений, а не на американские. Угу. А вот что касается Патриотов, то решение очень оно же лежит на поверхности. Если вы сами не можете обеспечить все потребности ракетами ПАК-3, дайте лицензию на производство европейцам. Европейцы вам помогут. Вы увеличите производство в несколько раз. Нет, подождите, вы тоже, вы тоже такой интересный. Дайте лицензию. Ну, как бы возьмите, разработайте сами, соорудите сами. Что значит дайте лицензию? Речь идет... Нет, речь идет уже совершенно другого уровня как бы, отношения. Это в рамках это кооперация в рамках НАТО. И по большому счету, когда речь шла о многих системах вооружений, ведь лицензии на производство американского оружия передаются европейским странам. И они сами очень часто это делают. И сами то же самое лицензии передают американцам. У вас сейчас дефицит ракет. Вам срочно нужны зенитные ракеты. Вы своими производственными мощностями не можете обеспечить потребность. Ну так передайте союзникам, и они обеспечат. Не хотите давать постоянную лицензию? Дайте им на время военных действий. На 3-5 лет. Чтобы насытить арсенал. Ну, вы же видите, нет, подождите, вы же видите, какая война. То есть, да, у нас вот там все до сих пор всматриваются в породу фламинго. А какая там у него порода, у этого фламинго? Не сыпьте мне соль на рану. Я уже об этом фламинго сам рассказывал. Уже объяснял на пальцах, что это все абсолютно жульническая система. Вот Шиллерман, вот этот проходимец, да, который там Данилов, он вообще-то был, он же это чистый проходимец. И уже не раз мы об этом говорили. Я даже не хочу об этом говорить. Это абсолютно левая система. Забудьте о ней. Но мы говорим сейчас о серьезных вещах. Так мы тоже о серьезных вещах, понимаете? Дайте лицензию, сейчас будут производить, назовут его там как-нибудь там... Да нет. Речь идет о производстве ракет к зенитно-ракетной системе. Вот, назовут эту ракету Тарас, понимаете, и скажут, это Тарас. Нет. Поймите, ну еще раз. Ракета – это патрон к винтовке, патрон к автомату. Из-за того, что вам дали возможность производить патроны, вы же не можете производить сам автомат, если у вас нет возможности его производить. Система Patriot, и она производится в США. Это станция наведения ракет, фазированная антенная решетка. Это многие другие системы, которые обеспечивают наведение этой ракеты и поражение ею воздушной цели. Но почему нельзя производить ракеты по лицензии? Я не могу понять. Там ничего абсолютно секретного нет. Чего бы не было бы известно их европейским союзникам. Дайте мы вам произведем и вам, кстати, продадим. Какие вопросы? У вас же тоже потребность есть. А вы делаете 600 ракет. Понимаете, страны Ближнего Востока страны богатые. Вот когда Зеленский, помните, когда били по Киеву, он говорил, вот что я вам буду сбивать Патриотом беспилотники? Кличко должен был защитить. Так вот то, что сказал Зеленский, сказал, что мы делать не будем, то сейчас делают шейхи. Они ракетами Патриот лупят по иранским шахедам. Я понимаю, что денег у них, как у дурака махорки. Но вы же понимаете, что купить такое количество ракет негде. Ну так дайте сейчас, пускай производят, пускай лупят дальше. Вам же тоже выгодно будет. Вы же за это деньги будете получить.
Нет, не дадим. Ну, не дадим, так не дадим. Я думаю, что жизнь заставит. Смотрите, то есть вы не видите перспектив, что война в Украине иссякнет, закончится и, в общем-то, остановится из-за Александр, событий а на вы Ближнем видите? Ну, Востоке? честно, вот мне Да, интересно ваше мнение как да, журналист. да. Каким образом? Ну вот Объясните. смотрите, ну как бы при такой цене на бензин воевать нельзя. При таких Ну, то есть ценах мы поднимем лапы и примем все предложения Путина. Я вас правильно все понимаю? поднимут лапы и все, как бы, понимаете, она изначально иссякает. Вот Понятно. та угроза, которую мир испытывает и натыкается на фоне событий на Ближнем Востоке, опять-таки, мы же с вами там кружились вокруг этой коалиции, там, каких-то наземных сил. Они же там то куснут турков, то куснут азербайджанцев, то курдов, то вот там давайте там, а Европа. Европа отправится, нагнет ее Трамп, отправится, например, воевать, как ну, в иракской истории было, да, и полетят ракеты конкретно и по Европе тоже. И Украина здесь вообще сейчас события в Украине, они как бы лишние, понимаете? Просто сейчас переговоры идут, ну вот нам анонсируют на эту неделю. Опять-таки в этой же компании Кушнер, Витков. Они, кстати, отменили свой визит в Израиль. Ну, в общем, наверное, нет смысла да, туда ехать. Особенно сейчас угроза большая. И вот будут заниматься украинским вопросом. И нужно как бы сворачиваться да, перед лицом еще большей опасности. А Зеленский, понятное дело, этого не хочет. Там в России, да, говорят, мы хотим сворачиваться, но на наших условиях. А Европе вообще сейчас хоть разорвись. Значит, Александр, я хочу сразу всех разочаровать. Никто лапу вверх поднимать не собирается и не будет этого делать. Никакие нефтяные кризисы, никакие войны на Ближнем Востоке, они не могут заставить украинское руководство поднять лапы и принять условия Путина. Этого не будет. Поэтому оставь надежду всяк сюда входящий. Не для того мы 4 года воевали, чтобы в конце концов принять те капитулянские условия, на которых нас склоняют. Этого не будет. Так они Но каждый раз хуже. я вам говорю то, что я вижу, то, что я Ну, смотрите, слышу. Стамбул 22 года капитуляция. Что? Стамбул 22 года капитуляция. Абсолютно. Она даже была хуже, чем те условия, которые сейчас нам выставляют. Хуже. Оно было хуже, Александр, хуже. Так Я вас объясните, подождите. объясняю. Давайте, чтобы я много не говорил, посмотрите, пожалуйста, по этому поводу передачу Марка Соломина, который разбирает по пунктах Стамбульские соглашения 2022 года с тем, что сейчас предлагается. И у вас абсолютно, я думаю, мнение изменится, если у вас оно такое, что то было хорошо. Вот я просто не хочу терять время и разбирать давайте сейчас в сравним. прямом эфире. Смотрите, как бы давайте там почитаем про Шевченко, посмотрим Солонина, но объективно Донбасс был бы целый. Ну, Кто объективно. сказал? Никто бы То его есть не как это? разбомбил, города не были стерты. Сейчас вот идет... Кто их стирает, Украина или Россия? Так Украина и Россия, подождите. Нет, подождите. Речь идет же не о Донбассе и не о территориях в Стамбульских соглашениях. В Стамбульских соглашениях идется о том, что Украина ограничивает свою армию, лишается ракетного вооружения, гарантами ее безопасности становится куча стран, включая Россию и Беларусь, без вето, которые могут наложить вето на помощь Украине в случае агрессии. Ну, И так вы далее. Я не хочу сейчас... Вот, Александр, древнегреческие философы, елки-палки. Я вам говорю, армия, какая армия, за какой счет? Александр, Вы сами знаете, вы министр Еще раз, социальной политики в прошлом. Вы прекрасно понимаете уровень Украины, экономики, минус. Сегодня наша армия – это единственный гарант независимости Украины. За счет чего? Кто ее будет кормить, эту армию? Любые попытки ограничить наши вооруженные силы, ну, это, извините меня, путь в никуда. Так вот, если вы хотите, давайте вот мы сделаем проще. В следующий раз, когда мы будем, я возьму Стамбульские соглашения, возьму то, что сейчас называют 28 даже условий, те, которые без корректировки взяты, и мы их сравним. Потому что я после того, вот этой передачи Марка Соломина сел, потому что я никогда не верю тому, что просто сказали, а беру и начинаю читать и сравнивать. Нам предлагаете поверить. Подождите. Вы считаете... Нет, я же говорю, посмотрите, Александр. Стойте. Вы считаете, что Украина идет... Постойте. Украина идет сейчас вот прям все хорошо. Там, чем дольше воюем, тем лучше будет для Украины. Потому что, смотрите, условия становятся лучше. Но это же ерунда, это же вранье. Александр, война – это всегда плохо.
Это всегда плохо для любой стороны, которая воюет. Потому что она тратит ресурсы, теряет людей, уничтожается все там, что происходит. Да, война никого не делает богаче и лучше. Ну, некоторых делают. Есть война, которую навязали, а есть война, которую ты вынужден вести, чтобы тебя не уничтожили. Вот Украина сейчас ведет войну за свое существование. Она не может капитулировать. Вот и все. Смотрите, просто мы приходим, ну, как бы, приходим к очередной точке ноль. Вот сейчас, например, там не выделят деньги, 90 миллиардов. Ну, за счет чего воевать? Да? Вы говорите, армия там должна быть 800 тысяч, ну, так прописано как по пунктам. Хорошо, гипотетически представляем, что все заканчивается, а кто ее будет? Кому она будет нужна? Эта армия, например, без боевых действий. Ну, тоже большой вопрос. Да? Кто ее будет содержать и кормить? Восстанавливать? За счет чего будут восстанавливать? Долги колоссальные, сумасшедшие у Украины, как у государства. То есть, тут же, понимаете, в чем дело? Тут еще и такой момент. Вы говорите, капитуляция туда-сюда. Ну, хорошо, давайте возьмем, как бы, шарахнемся вообще в другую сторону. Россия оккупирует всю Украину. Мы с вами разговаривали в прошлый раз на эту тему, да? Всю. Так, получается, долги, получается, все обязательства, все как бы ляжет на плечи Кремля, но ему надо. Ну, тоже как-то, наверное, не очень, понимаете? То есть, мы приходим к тому, что я вам просто пытаюсь, ну, как бы на эту тему с вами поговорить. Ну, не убедить вас, да, это бессмысленно. Пытаюсь с вами поговорить о том, что на фоне вот этих событий война Украины выбивается лишняя. Ее надо перечеркнуть, как когда-то перечеркнули ковид. Александр, ну вы же все-таки историю России учили. Скажите, пожалуйста, сколько долгов заплатило большевистское правительство за долги царского правительства? Вот сейчас вот там уже кто-то там позов подает, американские там эти владельцы этих облигаций, которые когда-то продавались. Плевать они хотели, они никогда ничего не платили. Если вот гипотетически принять вашу точку зрения, хотя этого никогда не будет, вот как вы говорите, оккупировали Украину и взяли на себя обязательства, ничего подобного не будет близко. Не для того Путин воюет, для того, чтобы потом долги какие-то платить. Нет. Поэтому в данном случае речь вообще не идет об каких-то экономических выгодах и о каких-то преференциях. У него, у этого идиота, такая же точно мания в голове, как у Аятоллы Хаменеи и Хомейни. У тех уничтожить Израиль путем того, что мы весь народ поставим на колени и заставим жить в нищете 50 лет, но мы должны создать ядерное оружие и уничтожить Израиль. Вот у него такая манечка. У этого идиота мания уничтожить Украину. Ну, что я могу с этим сделать? Ну, ненормальный человек, я согласен. Но у него то именно вообще, это... Вообще некорректное, как бы, сравнение. Почему некорректно? Подождите. Объясните, почему нет? Это когда Путин заявляет о том, что Украину придумал Ленин? О том, что ее никогда не было и не должно быть? О том, что мы воюем не с украинцами, а с бандеровцами? И что мы денацифицируем Украину, то есть прекратим, она перестанет быть Украиной, и русские украинцы один народ. Это кто говорит? Я или Путин? Поэтому, Александр, давайте не будем впадать вот в эйфорию и делать вид, что вот этого всего не было. Это было. И мы прекрасно это знаем. И мы видим, что чем это заканчивается в Буче, в Мариуполе и в других местах. Смотрите, просто сейчас, вот мы начинали, я начинал с Филатова, да, ну, там при Буданове, дышать стало легче, дышать стало веселее. Смотрите, мы это все видим в рамках разворачивающегося внутриполитического игрища. Все сейчас зарабатывают баллы. У нас есть там партии мэров, ну, так образно их называют, да. Кто-то говорит, партия шлем будет. Ну, это тоже специфический образ. Усик вообще молодец, президента идет. Ну, то есть, у нас уже как бы потихоньку, да, вот это все как бы по разным углам разводят вот этих политических игроков. И есть одна просто очень большая и серьезная и жирная ниша у политиков. Это объективно так, да. То есть, нужен какой-то лидер, который придет и скажет, я закончу войну. Понимаете? То есть, как самым выгодным для украинского народа, украинской страны, украинского государства образом. Самым выгодным. То есть, во главе угла там, интересы украинского народа. Ну, вот эта ниша, она свободна. Потому что сколько бы их ни было, простите, пожалуйста, но никто не хочет... Все как бы идут на поле там,
партии условной войны. Все будут воевать, но правильно, все будут воевать так, долго, все будут лучше, чем Зеленский воевать, а никто как бы с миром да не идет в эту всю политическую как бы предустановку выборов. Неужели в Украине не может сейчас появиться такого политика, который выйдет и скажет: я дам вам мир, какой? На самых выгодных из возможных условий. Но я понимаю, что даже если он появится, этот, какой-то условный политик, не знаю, из прошлых, из бывших, из будущих, из настоящих, кто угодно, ему же придут и скажут: посмотрите Марка Солонина, он разложил, что условия Стамбула хуже, чем те условия, которые есть сейчас. Понимаете? То есть, когда мы теряем ориентир выгоды, понимаете? То есть, выгодно что? Выгодно, чтобы украинец не умирал, богател, собственно, там, жил в нормальных отношениях с соседями, торговал, строил какие-то инфраструктурные большие проекты, которые там приносят деньги, а не смерть. Добавьте, и в тюрьме сейчас даже макароны дают бесплатно. Вы же В какой понимаете, тюрьме? что все, что вы говорите, абсолютно не имеет смысла, если Украина перестанет быть Украиной. То есть, если вы считаете, что населению наплевать, как Зеленский считает, какая разница, как улица называется, главное, чтобы была освещена, там, с асфальтом и так далее, то лучше всего тогда жить в тюрьме. Тогда ты ни о чем не думаешь, все за тебя решают, ты не голоден, ты, так сказать, по режиму ходишь, и все нормально. А теперь перейдем по пунктам. Солонин, которого вы сейчас вспомнили, при всем при том считает, что он Украине Вы вспомнили, нужен. да. Я вспомнил, но вы сейчас его повторили. Так вот, он считает, что Украине нужно принимать те условия, которые Трамп выдвинул. С чем я не согласен. Но он считает так. Поэтому это не значит, когда я вас отсылаю к Солонину, что я с ним абсолютно со всем согласен. Нет. Позиция номер 3. Как вы заметили. Придет человек и скажет: я вам дам мир на самых лучших условиях. Александр, а вы ничего не забыли? Разве в 2019 году такой человек не пришел? Разве он не обещал все то, о чем вы сейчас сказали? Трамп тоже обещал войну не Не-не-не, начинать. мы сейчас не о Трампе, мы об Украине говорим. Мы говорим о том, что пришел человек, который сказал: надо просто перестать стрелять. Нужно встретиться с Путиным, посмотреть ему в глаза и сойтись посредине. Война продолжается, потому что барыгам это выгодно. Поэтому нужно просто перестать стрелять. Прививка получена от подобных заявлений. Вот эта война, вот эта прививка от всего вот того шлака, который нам насаждали и который позволил Зеленскому прийти к власти. Поэтому во второй раз поверить вот в такие чудеса никто не будет верить. Все прекрасно понимают, с кем мы имеем дело. И для того, чтобы кто-то вот так заявил, как вы сейчас говорите, это должен быть человек, которому люди доверяют. На сегодняшний день у нас тройка, по крайней мере, так говорят социологи, я не знаю. Это Залужный, это Зеленский и это Будан. Позиция Зеленского нам известна, позиция Залужного нам неизвестна, позицию Буданова мы также не знаем. Если кто-то 4-й, 5-й, 6-й будет так вот заявлять, да, я не думаю, что он выйдет на первое место. Такую риторику, о которой говорите вы, может себе позволить только человек, который входит в первую тройку лидеров. Будут ли они это делать? Давайте посмотрим, поживем, увидим. Я пока не знаю, как вот они, какие они будут лозунги выдвигать на выбор. Андрей Рева был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.